Мегаполис – это колоссальное явление, которое появилось относительно недавно. Пугающее явление. Мы очень боимся жить в мегаполисе, боимся анонимности этого страшного чудовища. И почему-то все стремятся в этот мегаполис. С мегаполисом нужно понимать, как бороться, и нужно знать, как использовать те колоссальные преимущества, которые мегаполис предоставляет всем нам. Поэтому моя концепция экологической реурбанизации и гелиотектуры пытается найти примирение между вот этим контрастом мегаполиса великого и ужасного. Среда, которая создана человеком, это и одиночество, это и отсутствие зелени. Мы постоянно чувствуем себя в толпе и постоянно чувствуем себя одинокими в этой толпе. Мегаполис – это то место, где все прежние ценности культуры вдруг почему-то исчезли. И все мы стремимся к возврату к тем ценностям, которые раньше существовали в маленьких замечательных городах или в букалических природных уединенных местах. Но оказывается, что наш мегаполис – это то место, которое ассоциируется с муравейником. Он устроен гораздо хуже, чем муравейник. В муравейнике у каждого есть свое место, в муравейнике у каждого есть свое предназначение, есть своя личность, есть судьба. А мы, стремясь вот к этой идиллии, создаем нечто еще более ужасное, нежели сам мегаполис. Это субурбия, где совершенно нет никакой личности, где тиражируется обезличенность. Причем субурбия, она ужасна в замечательных климатических условиях, практически в раю. Но то, что предлагается сейчас в Москве, превратить все Подмосковье вот в некую такую субурбию, оно будет ухудшено многократно тем, что климат совершенно иной. Представьте себе вот эти замечательные заасфальтированные дороги, где нет зелени совершенно. Представьте себе, что на них будут лежать еще сугробы вперемешку с песком и химикатами. В мегаполисе безумно тесно. Мы чувствуем это на себе, нам здесь нет места. Мы, когда вываливаемся из дома на проезжую часть, оказываемся в безликой толпе. И переполненный мегаполис можно сравнить с переполненным автобусом. Необходим гораздо более емкий город. Но что же делать? Мы должны этот мегаполис распространить на дополнительные территории, как предлагается в Москве, застроить еще территории в 2,5 раза больше, чем в Москве. Сейчас нам не хватает места на москвича. Меньше 18 метров на человека по официальным данным, меньше 16 по неофициальным данным, а должно быть как минимум 40. То есть мы должны многократно увеличить полезные площади в мегаполисе. Так вот, представим себе, что мы увеличиваем эти полезные площади прямо в том месте, где они нам необходимы. То есть мы застраиваем наш переуплотненный город еще 5-кратно. И что при этом может произойти? Если мы строим только жилье, это безумие. Но если мы построим подъездные пути, если построим стоянки, построим спортивные залы, то получим обеспеченность свыше 100 квадратных метров на человека, и нам всем будет свободно. При этом есть еще такой экономический маленький нюанс. Сами дома, они стоят около 30% от стоимости городской застройки вообще. То есть, если нам нужно построить в 3 раза больше площадей, мы должны потратить в 10 раз больше средств. Если мы строим на том же самом месте, строим 5-кратно, то мы затрачиваем в 5-кратно больше средств. То есть, если мы создаем сверхпросторный город на той же территории, мы экономим вдвое, при этом получаем многократно больший эффект. Но только как это сделать? Вот образец экологической реурбанизации. Сверху то, что делается сейчас. Это экстенсивная гиперурбанизация, когда на территории ставятся стержни самой разной формы, но эти стержни плавают в пространстве и занимают всего лишь 5% от этого пространства. Вместо этого предлагается строить город как единый объем с роскошными интерьерами, связанными с внешней средой. Но только как это сделать? Все, что делалось мною за 30 лет, направлено на то, чтобы организовать в этом огромном гигантском городе, в человейнике,
просторные световидовые и светоинсталляционные каналы. Если мы перед открытым помещением, если мы перед помещением имеем открытый сектор, относительно небольшой, занимающий всего лишь несколько процентов пространства, то мы видим природу. Главное, чтобы этот канал не был занят бы какими-либо другими помещениями. С 80-х годов я занимаюсь этой темой, и нами наработана довольно большая типология зданий со светоинсталляционными полостями. Вы видите, что это такое. Это узкие каньоны, глубоко прорезающие корпус. Причем окна, которые выходят в эти каньоны, они обращены в устье световой полости, они обращены в открытое пространство. Человек, который находится в глубине корпуса, он не видит ничего, кроме открытого пространства и рамы пространства. Примерно это же сделано в One Hyde Park, Лондон. Примерно это же делается в Болгарии, но это делается в самое последнее время. Мы, прорезая объем светоинсталляционными каналами, пошли дальше. Мы прорезали объем светоинсталляционными каналами и отдали этот канал в собственность квартиры. Получили таким образом атриум. Внутриквартирный атриум, который повышает качество помещения, обогащает среду. Этот дом построен в Ивантеевке. Причем очень интересно мнение жильцов этих квартир. Они говорят, что солнце заливает этот атриум, и что это совершенно новый формат жизни, что они не хотят ехать в коттедж, потому что их коттедж на 16 этаже, он лучше, чем тот коттедж, который находится в 25, 30, 40 километрах от Москвы и смотрит окнами в соседний коттедж. Это такой многокоттеджный, многоэтажный дом. Вот такие квартиры с атриумами, со световодами. Ширина корпуса около 30, свыше 30 метров. Причем мы в несколько раз повышаем емкость этих зданий, мы в несколько раз повышаем плотность застройки и напарываемся на то, что нас запрещают. Нельзя превышать плотность застройки в мегаполисе, несмотря на то, что при этом мы даем больше солнца, больше зелени, больше машиномест. Но вот таковы сейчас нормы, мы с этим боремся. Вот еще один пример прорезания объема светоинсталляционными полостями и светоинсталляционными атриумами. Вот такая застроечка, где в одном комплексе, в очень компактном комплексе мы имеем и квартиры с террасами, где можно лепить снежных баб зимой, где можно пройти в мягких тапочках в спортивный клуб или в бассейн. Или вот такие дома, чуть более сложные, с использованием зеркальных систем и с использованием оптических корректоров. Здесь за счет того, что часть помещений сближена, ну, фактически на расстоянии 3 метров, окна противоположных помещений, сложно показать, находятся на расстоянии 3 метров как бы за окном, но человек видит открытое пространство. Вот фактически вот так. Это такой комплекс, прорезанный узкими зеркалированными каньонами, но при этом человек, находящийся в помещении, видит и открытое пространство, и отражение в зеркалах, создающие иллюзию этого открытого пространства. В результате мы получаем возможность создания города без транспорта. На территории 10 гектаров мы можем получить 1 000 000 квадратных метров полезной площади и получить 10 гектаров парка. Ну, для тех, кто не знаком с этими цифрами, это примерно в 10 раз больше, то есть это больше на порядок, чем то, что практикуется сейчас. При этом мы, застраивая территорию, получаем полноценную среду, где можно пройти, опять же, в домашних тапочках в бассейн, в офис, в спортивный зал, в магазин, в клуб, в мультиплекс. И мы можем подняться с коляской, с младенцем в парк на крыше. Причем это полноценный парк, который занимает 10 гектаров. Примерно такая же система может быть реализована и на Крайнем Севере. Это город-дом на 3000 человек на 3 гектарах. То есть это в диаметре этот город занимает 200 метров. От центра радиус 100 метров. Здесь есть абсолютно все. И жилье, и научный центр, и детский сад, школа, аквапарк. Абсолютно все. И 50 000 квадратных метров озеленения.
Вот такая территория между этими корпусами. Это мандариновая роща, потому что очень маленькое расстояние между корпусами позволяет его перекрыть стеклом, которого очень мало. И этот город не нуждается фактически в отоплении. Слева – это та среда, где вы оказываетесь, выйдя из квартиры. То есть гелиотектура позволяет нам создать систему волшебных дверей. Мы живем в социуме и при этом оказываемся, пройдя через дверь, оказываемся фактически в изолированном пространстве на природе. Еще один пример гелиокластера. Это такой зеленый город-невидимка на Кутузовском проспекте 36. Он выглядит как нормальная 10-этажная застройка. Но сверху это парк 7 гектаров, внутри бизнес-парк, внутри колоссальные полезные помещения. Если мы пользуемся этой методикой, то мы можем построить на территориях, неиспользуемых в Москве, помещений примерно в 2 раза больше, чем то, что планируется на прирезаемой территории. При этом можно построить очень сложную среду, очень комфортную, которая удовлетворяет всем самым высоким требованиям к этой среде и которая будет стимулировать нас к творчеству. Спасибо.